Перевод. Все то, что производит материалист, with great pain and labor, с большой болью и прилагая множество труда for so-called happiness. Ради так называемого счастья, The Supreme Personality, Верховная Личность, as the time factor destroyed. разрушает как фактор времени. And for this reason, the conditioned soul laments. И это является причиной скорби для обусловленной души. So the time factor is the representation of the Bog. И фактор времени является представителем Бога, представляет собой Бога. The supreme time factor is actually Krishna. Верховный фактор времени — это на самом деле Кришна. When the time factor or color Когда фактор времени или кала comes in contact with a material nature, соприкасается с материальной природой, the modes in material nature are created. Создаются гуны материальной природы. So the time factor evam griheshu shaktanam is imperceptible. Он незаметен. We don't understand how subtle is that time factor. Мы не можем до конца понять, насколько он тонок, этот фактор времени. In the Bhagavatam, this verse, imperceptible time, imperceivably. Незаметное время неуклонно Overcomes those who are pramata, overly attached. побеждает тех, кто является прамата, чрезмерно привязанными. To what? К чему? Their body, К своему телу, family, семье, children, детям, husband, wife, мужу или жене, wealth, reputation. богатству, репутации. So this time factor is insurmountable. И фактор времени невозможно преодолеть. You can't overcome time. Невозможно победить время. They talk about, or in science fiction, the idea going back in time. В научной фантастике люди говорят о том, как можно вернуться назад в прошлое. H.G. Wells wrote a book called The Time Machine. Уэллс написал книгу «Машина времени». So many modern films about going back in time. Есть множество фильмов современных о том, как люди возвращаются в прошлое. Or going forward in time. То есть как они возвращаются туда. So impossible. Но это невозможно. Because the time factor is directly Krishna. Потому что фактор времени — это сам Кришна. You can't overcome Krishna with material means. Невозможно победить Кришну материальными средствами. How do you control Krishna? Как контролировать Кришну? What is it that attracts Krishna? Что привлекает Кришну? Bhakti. Бхакти. One of the symptoms Это один из признаков of pure devotional service чистого преданного служения. is that it's able to control Krishna. Что оно может контролировать Кришну. But this is pure devotional service, Но это чистое преданное служение, free from Aishvarya Gyan. свободное от Ашвари Гьяны. So there's not Vaikuntha Prema, Это не Вайкунтха Према, because Vaikuntha Prema is Aishvarya Gyan. потому что Вайкунтха Према — это Ашвари Гьяна. And it's not Ayodhya Prema Это не Айодхья Према, and Dwarka Prema. не Дварака Према, Only Vrindavan Prema только Вриндавана Према or Braja Bhakti или Враджа Бхакти. can really be called Shuddha Bhakti, Только это можно назвать Шуда Бхакти or another name, Kevala Bhakti. или Кевала Бхакти. And that Bhakti is able to control Krishna. И это Бхакти, оно может контролировать Кришну. That's the devotion of the cowhead boys, Преданность, которой обладают мальчики-пастушки, Mother Yashoda or the Gopi. мама Ишода или Гопи. They don't want to control Krishna, Они не хотят контролировать Кришну. but the intensity of their love is so deep Но сила их любви настолько глубока, that actually it does control Krishna. что она контролирует Кришну. Yeah. So, if only the devotee can overcome time,
И если мы только преданные могут преодолеть время. What does that mean, overcome time? Что означает превзойти время? It means a devotee is not afraid Другими словами, преданный он не боится. of the time factor. Не боится фактора времени, Old age, старости, disease, болезней and impending death. и неминуемой смерти. But the non-devotee is very much fearful. Но непреданный очень сильно боится. Bhaya. They have a lot of fear, Бхая, у них много страха, uncertainty. неуверенности. Prabhupada writes, Прабхупада пишет, the main function of the time factor, главная функция фактора времени, which is a representative of the Supreme Personality of Godhead, который является представителем Верховной Личности Бога, is to destroy everything. является разрушать все. So there we have it. The main purpose of the time factor Главная цель, задача фактора времени is to destroy. – это разрушать. Time I am, destroyer of the three worlds. Кришна говорит, я фактор времени, я есть время, которое разрушает три мира. Bhagavad Gita. Он говорит в Бхагавад-гите. So this time factor destroys. И фактор времени разрушает. For instance, the clothes you wear. Например, та одежда, которую вы носите. By the influence of time, they become worn out. Под влиянием времени одежда изнашивается, You have to replace them. и нужно одевать новую. The car that you may have or may not have, Машина, которая, может, у вас есть или нет, it gets worn out. также она изнашивается, You have to replace it. и нужно ее менять. The house you live in, Дом, в котором вы живете, you have to continually maintain it. постоянно нужно что-то в нем поддерживать. Different cracks come. Появляются какие-то трещины. And eventually, due to the time factor, В конце концов, из-за фактора времени the house or the castle, whatever it is you live in, will crumble. или дом, или замок, в котором вы живете, в конце концов разрушится. And this is due to time. Это из-за времени. And the body you live in, Также это относится к телу, в котором вы this, живете. this material body, Это материальное тело. is deteriorating. Оно разрушается, It's going down. оно стареет. And if you're honest, you can feel that. И если вы честны, вы можете это чувствовать. You can feel the aches and the pain. Можем чувствовать разные боли. You can feel as you get older, you don't have the energy. По мере старения мы чувствуем, что уже нет энергии. You look at the young children, 7, 8 years old, running around. Смотрите на детей, которым 7-8 лет, и которые бегают, They играют. seem to have so much energy, Выглядит, что у них так много энергии, but you don't have that. но у вас ее нет. Your body is winding down. Тело замедляется. It's like a clock, you wind it up, Как часы, которые заводят, and slowly it winds down. постепенно они останавливаются. So the senses also wind down. Также чувства притупляются. You can't hear things so acutely. Мы уже не можем как-то четко все слышать. You can't see things so clearly with your Не eyes. можем четко так видеть своими глазами. Therefore you need the glasses. Поэтому нам уже нужны очки. Your sense of smell is not so acute. Также мы уже хуже слышим запахи. Your stomach begins to wind down. Желудок работает хуже. You can't eat what you used to eat. Уже мы не можем есть то, что ели раньше. You have to be more careful to eat food that you can digest. И уже вы смотрите, чтобы есть ту пищу, которую вы можете переварить. So this body is an instrument. Тело является инструментом. It's a machine. Yantra Radhani Maya. Это машина, янтра. And all machines wind down. И все машины разрушаются. These cameras are machines. Вот эти камеры — это машины. They plan them to break. И специально запланировано, чтобы они сломались. Did you know that? Знали об этом, да? It's called, at least when I was at university, planned obsolescence. They call it planned obsolescence. So planned to break. И, по крайней мере, когда я учился в университете, было такое название, что был такой план
потому как каждая машина должна была ломаться через определенное время. Like the light bulb. Как, вот, например, лампочка. They can manufacture a light bulb that doesn't break. Могут изготовить лампочку, которая никогда не сгорит. They can manufacture tires that don't wear down. Также могут изобрести ремень, который никогда не будет изнашиваться. But if they did that, then tire business would be out of business. Но если все покрышки бы оставались всегда новыми, то тогда они потеряли бы целый бизнес. They depend on selling tires. То есть не зависит от продажи этих шин на машины. Some chemical company came up with an ingredient that allowed tires to be more resilient and tougher. Ученые изобрели определенные химические элементы, которые позволяют шинам на машинах иметь большую устойчивость к сопротивлению, к воздействию, к стиранию, меньше изнашиваться. So the tire would last 3 or 4 times longer. Тогда бы шины служили 3-4 раза дольше. So they bought that chemical formula. The tire companies bought it quickly. И компания, которая изготавливает шины, быстренько купила эту формулу And discarded it. И уничтожила ее. Because they'd be out of business. Потому что у них был развалился бизнес. So they plan it to break. Поэтому все планируется, чтобы ломаться. There's a light bulb. Как вот лампочка. In America, there was no on and off switch. В Америке не было включателя и выключателя. So it's been on since 1916. И вот лампочка там горит с 1916 года. Still working. По-прежнему работает. But our light bulbs, every 1-2 years, they break. Но наши лампочки каждый год-два сгорают. They plan it like that. То есть так запланировано. It's business. Это бизнес. So this body also, it's going to yantra, it's a machine. И это тело также является машиной янтрой. It's sophisticated. Очень такой мудреной машиной. These cameras can see. Вот эти камеры, они могут видеть. They can focus. Они могут фокусироваться. They can record. Могут записывать. Your eye can see. Глаз тоже может видеть. It can focus. Может фокусироваться. Your mind can remember. Ум может помнить. But you can also smell. Но вы также можете ощущать запах. And taste. И вкус. And touch. И прикосновение. Now this camera can't smell. Камера не ощущает запах. Can that Sony smell? Может камера Sony нюхать запах. Can that HDV fall in love with the Sony? Может это одна камера HDV влюбиться в другую камеру. They're very close to each other. Они достаточно близко друг к другу. And that one looks very masculine. Одна выглядит довольно мускулистой. And that one looks more feminine. А другая такая женственная. Maybe they'll fall in love. Может, они влюбятся друг в друга? No, they're just impersonal machines. Нет, это просто такие машины, в которых нет души. But the point I'm making is that this body is also a machine. Но что я хочу сказать, что это тело также является машиной. And Krishna says this in Bhagavad Gita. И Кришна говорит это в Бхагавад-гите. Yantra Maya. Yantra means machine. Янтра означает машина. We're living in the age of machines, actually. Мы на самом деле живем в век машин. This is a technological age of machines. Сейчас технологический век машин. It's interesting. Albert Einstein, one of his famous statements. Роберт Ньюхэм он сказал одно известное утверждение. He said, technological progress. Сказал, что технологический прогресс is like an axe. Все равно как chopper. Как топор. In the hands of a pathological criminal. В руках примитивного человека. Yeah. Einstein said that. Сказал Эйнштейн. Because we use a lot of these technological advancements. Потому что мы используем многие эти технологические достижения. To cause harm to each other. Или чтобы вредить друг другу. To kill animals. Чтобы убивать животных. Etc. И так далее. You know, we glorify the technological achievement of a motor car. Мы прославляем технологическое достижение, то есть развитие машины.
But every day thousands of people die from car accidents. Но каждый день тысячи людей погибают в автомобильных катастрофах. And then pollution. Также загрязнение воздуха и так далее. So point I'm making is time factor is Krishna. И то, что я хочу сказать, что фактор времени — это Кришна. And the main function of time factor is to destroy. И главная функция фактора времени — это разрушать. In the course of time, Dnepr will be destroyed. Под влиянием времени когда-то будет разрушен Днепропетровск. Yeah. Just like so 1,000 years ago, there wasn't any Dnepr. Как вот 1000 лет назад здесь не было города. Or 1,500 years ago, there was. Или 1500 лет назад. So things come and things go. Вещи проявляются и затем исчезают. Due to the time factor. Под влиянием фактора времени. The materialist, Prabhupada writes, Прабхупада пишет, что материалисты in material consciousness, с их материальным сознанием, they are engaged in producing so many things они заняты производством множества вещей in the name of economic development. во имя экономического развития. Like everyone must have a cell phone. Например, у каждого сейчас должен быть мобильный телефон. But 15 years ago you didn't have a cell phone. Но 15 лет назад у вас не было мобильного. Life is all right. Жизнь была нормальная. But now everyone must have a cell phone. Но теперь у каждого обязательно должен быть мобильный. My nephew has 7 cell phones У моего племянника 7 телефонов in England. в Англии. 16-year-old boy. Ему 16 лет. Every time new one comes out, he must have the new one. Каждый раз, когда выходит новый, ему нужен этот новый. They think that by advancing in satisfying the material needs Они думали, что развиваясь и удовлетворяя материальные нужды of men and women, мужчин и женщин, they will be happy. они будут счастливы. But they forget Но они забывают, that everything they produce will be destroyed что все, что они производят, будет разрушено in due course of time. с течением времени. Every single thing will be destroyed. Все абсолютно будет разрушено. Your house, Ваш дом, your reputation, репутация. you'll die, no one will even remember you. Когда вы умрете, никто даже не будет помнить о вас. That will go. Это пройдет. Your body will be destroyed. Тело будет разрушено. From history, we can see there were many powerful empires В истории мы могли видеть множество могущественных императоров, on the surface of the империй globe, на поверхности Земли. but they were that were constructed with great pain И они были созданы с использованием большого количества боли, and great perseverance. и требовалось большого упорства, устойчивости. But in due course of time, Но с течением времени they've been destroyed. они были разрушены. Many great empires have come and gone. Было множество великих империй, но они исчезли. In the Bhagavatam it mentions Pulinda. В Бхагаватам упоминается Пулинда. Pulinda means the Greeks. Пулинда — это Греция. Alexander the Great Александр Великий conquered most of Europe, покорил почти всю Европу, even India. даже Индию. Big empire. Большая империя была. But now it's finished. Но с ней сейчас уже закончено. Those that read the newspapers may know Greece is having severe economical problems. Те, кто читает газеты, мы уже знаем, что сейчас в Греции очень большие экономические проблемы. It's on the brink of becoming a failed state. То есть она сейчас на грани того провала государственного банкротства. At one time, the Greek Empire was the strongest in the world. Но в одно время греческая империя была самой сильной в мире. And then you have the Roman Empire. Также есть Римская империя, that dominated the world. которая правила миром, доминировала в мире. And the seat of the empire was Rome. И семенем этой империи был Рим. That also is finished. И также сейчас она утратила свое могущество. The Egyptian Empire. Была египетская цивилизация. They came and went. Они появились и исчезли. Communism. Также коммунизм. At one time very powerful. В одно время был очень
могущественным. Now, due to the influence of time factor, it's just a memory. И сейчас под влиянием времени это просто память. It's only the older people that even remember it. Только пожилые люди сейчас помнят об этом. The British Empire, Британская империя in the 1800s, в 18 веке controlled 25% of the world, of the area, of the surface of the world. Британская империя управляла, контролировала 25% всей поверхности Земли. But that's also now reduced. Сейчас также это уменьшилось. So this is all due to the time factor. Все это из-за фактора времени. And great people come and conquer. Napoleon Bonaparte, И великие воители приходят, побеждают Наполеон Бонапарт, Mussolini, Муссолини, Hitler, Гитлер, Stalin. Сталин. They come and they go. Они появляются и исчезают. The time factor just pushes them away, Фактор времени сметает их. and they just become faded memories. И они остаются лишь в слабой такой нечеткой памяти. So color, the time factor, will also wash you away. Color, time factor, will wash all И of us. кала, или фактор времени, он также и смоет вас. Still, the foolish materialists, Prabhupada says, Тем не менее, говорит Прабхупада, глупые материалисты cannot understand they are wasting their time не могут понять, что тратят понапрасну свое время, producing material necessities. производя какие-то материальные нужды, необходимости. They do not know the span of life Они не знают, что этот отрезок жизни in a particular type of body в этом определенном теле is but a flash in eternity. не более чем вспышка вечности. We're thinking, my life, long time I live. Мы думаем, да, я так долго живу, 70 years, 80 years in Ukraine. долгая жизнь, 70-80 лет на Украине. It's like a flash. Но это как вспышка, It's like a lightning flash. как вспышка молнии, It's so quick. так скоротечно. So this lifetime is like a small flash in the journey of eternity. И эта жизнь подобна вспышке путешествия вечности. Not knowing this fact, Prabhupada said, Далее Прабхупада говорит, не зная об этом факте, they take the small flash of life они считают эту небольшую вспышку to be everything. жизни And they waste, как все самое единственное. and they waste their time И они тратят свое время, in improving economic conditions. улучшая экономическое положение. The materialists think that persons engaged in Krishna consciousness are crazy people. Материалист считает, что люди, занимающиеся сознанием Кришны, являются сумасшедшими, Wasting their time chanting Hare Krishna. которые напрасно тратят свое время, повторяя Харе Кришну. So they think we're crazy, Они думают, что мы сумасшедшие, and we think they're crazy. а мы считаем, они сумасшедшие. So who is really И crazy? кто из нас по правде сумасшедший? There was one article written by Prabhupada. Who is really crazy? Была одна статья, написанная Шрилой Прабхупадой, кто же настоящий сумасшедший? Our philosophy, our activities is based on sound philosophy. Наша деятельность основана на такой мощной философии. The materialists, they don't have a philosophy. А у материалистов нет философии. Or if they do have a philosophy, can mean outlook on life. И для них философия означает просто взгляд на жизнь. And they just try to enjoy, Они просто пытаются наслаждаться, not knowing of future existence. не зная о будущем существовании. Again, Albert Einstein said, Опять-таки Роберт Ньюхэм сказал, the idea of a soul without a body идея о душе без тела is completely absurd. является полностью абсурдной. It was Einstein. Эйнштейн сказал. The idea of a soul without a body. Идея о душе без тела. Or, as Prabhupada probably would have said, the idea of a body without a soul Но Прабхупада скорее бы сказал, идея о теле без души. is completely absurd. It's the same thing. Полный абсурд. Это одно и то же, по сути дела. All souls have a body. У всех душ в этом мире есть тела. It's either material or spiritual. У всех душ есть тела. Это тела либо материальные, либо духовные.
So they think we're crazy, Поэтому они считают нас сумасшедшими, and we think they're more or less crazy. а мы считаем их до той или иной степени сумасшедшими. So who is crazy? И кто же сумасшедший? There was a man, he committed a crime in India, В Индии один человек совершил преступление, and he pleaded insanity. и он ссылался на то, что был в невменяемом состоянии. Now when you plead insanity, the reaction for your crime is reduced. И когда вы говорите, что вы были в невменяемом состоянии, тогда наказание за ваше преступление уменьшается. You can get off with a lighter sentence. Можно получить менее строгий приговор. Because you're telling that you didn't know what you were doing. То есть вы говорите, что вы не осознавали, что вы делали. You're insane. Вы были в невменяемом состоянии. So the judge asked the district doctor. И судья попросил окружного доктора. Prabhupada gives this as a story. Прабхупада рассказывает эту историю. Please examine this man and tell us, is he insane or is he sane? Пожалуйста, обследуйте этого человека и скажите, он безумный или нормальный. The doctor examined the man И врач осмотрел этого человека and said, и сказал, as far as I have seen, ну, насколько я видел, everyone is insane. все являются безумными. It's a question of degree. Просто вопрос степени How much? безумства. Насколько безумны. So Prabhupada used that as an example. Прабхупада использовал это как пример. So to become attached to something which is temporary, И быть привязанным к времени, к временным вещам, is a symptom of insanity. это признак безумства. You know you're going to lose it. Мы знаем, что мы это потеряем, утратим. What's today, Wednesday? So today, Wednesday, I give you $1 million. Сегодня, среда, я даю вам $1 миллион. But tomorrow, Thursday, I'm going to take it away from you. Но завтра, в четверг, я у вас должен это забрать. Is there any point in becoming attached to it? Есть ли смысл к этому привязываться? I'm going to take it away from you. Я у вас его заберу. No point. Нет смысла. So we've been given this human form of life. Нам дана эта человеческая форма жизни. We're male or female. Форма мужчины или женщины. By divine arrangement, we may have children, we may not have children. По высшему устройству у нас могут быть дети или у нас их может не быть. Our whole material situation is by the hand of God. Вся наша материальная ситуация в руках Господа. So temporarily we have some family members. И на какое-то время у нас есть какие-то члены семьи. We have a certain quota of money. У нас есть какое-то количество денег. We may have bad health. У нас может быть слабое здоровье. By the arrangement of God, we may have average health. Или по устройству Бога у нас может быть среднего уровня здоровья. We may have good health. Или у нас может быть хорошее здоровье. But it's all just a flash. Но это все лишь просто вспышка. It's all just for a few seconds. Всего несколько секунд. Our life, in terms of cosmic time, is a millisecond. Наша жизнь по сравнению с космическим временем просто миллисекунда. So we have to see things properly. Поэтому мы должны видеть эти вещи правильно, with intelligence. с помощью разума. We're just passing through, Просто мы проходим здесь. like a train journey. Это как поездка в поезде. We're just passing through the human form of life, and you happen to be living in Ukraine. Мы проходим через эту человеческую форму жизни, и так получилось, что сейчас мы на Украине. So everything around you, you shouldn't take so seriously. Поэтому все, что вокруг нас, не надо так воспринимать серьезно. Whether you have good health or bad health, Хорошее здоровье или плохое, whether you have a car or whether you don't, есть у вас машина или нет, whether you have some material facility or not. есть у вас какие-то материальные удобства или нет. It's not that important. Это не так уж и важно. What is important is our spiritual life. То, что важно, это наша духовная жизнь. Have you understood you're not this body? Поняли ли мы, что мы не это тело?
Have you understood that you're the eternal soul within the body? Поняли ли мы, что мы являемся вечной душой внутри этого тела? Have you understood you have an eternal relationship with Krishna? Поняли ли мы, что у нас есть вечные отношения с Кришной? And you've had millions and millions of births. И уже у нас было миллионы и миллионы рождений. This is called knowledge. Это называется знание. And everything else is illusion. Все остальное это иллюзия. So this short life is a small flash. Эта короткая жизнь просто вспышка. The people take this small flash to be everything. И люди считают эту маленькую вспышку всем. It's very unfortunate. Очень печально. So we're trying to preach and educate people. И мы пытаемся проповедовать и дать людям знания. There is more to life than just working hard 8 hours a day, В жизни есть нечто большее, чем просто работать каждый день по 8 часов, 5 days a week. 5 дней в неделю. There's more to life than just bringing up children В жизни есть нечто большее, чем только воспитывать детей and having sex. и заниматься сексом. There's a higher aspect to life, Есть более высокие аспекты жизни. and it's spiritual. Это духовное. And that's where real happiness is. И вот именно в этом находится истинное счастье. Everything here in the material world is a reflection Все, что есть в этом материальном мире, это отражение of what's going on in the spiritual того, world. что происходит в духовном мире. And in the spiritual world, it's eternal. Но в духовном мире это происходит вечно. So there's the eternal mother, Там есть вечная мама, it's Mother Yasoda. мама Яшода, Eternal father, вечный отец, Nanda Maharaj. Нанда Махарадж. Eternal friends, the cowherd boys. Есть вечные друзья, мальчики-пастушки. The place is eternal, Vrindavan. Также места вечные, Вриндаван, The eternal hill, Govardhan. вечный холм Говардхан, The eternal river, Jamuna. вечная река Ямуна. And eternal activities. Также и деятельность там вечная. Prabhupada has written in Canto 8, Прабхупад пишет в 8-й песне, chapter 24, 24 глава, text 51. текст 51. The goal of life is to live with the Supreme Personality of Godhead. Цель жизни – это жить с Верховной Личностью Бога, To play with the Supreme Personality of Godhead. играть с Верховной Личностью Бога, To dance with the Supreme Personality of Godhead. танцевать с Верховной Личностью Бога And to eat with the Supreme и Personality. есть с Верховной Личностью Бога. He also writes in that purport that a devotee accepting a spiritual body Также в комментарии он пишет, что преданный, который получает духовное тело, plays and dances with the Supreme Lord. играет и танцует с Верховным Господом. And then he says this is the ultimate goal. И он говорит, что это высшая цель. So we're messing around in the material world, А мы тут забавляемся в материальном мире, trying to enjoy ourselves. пытаемся как-то наслаждаться, Doesn't work. не получается. We get frustrated. Мы разочаровываемся. What is a sign of frustration? И что является признаком разочарования? When you're frustrated, you take drugs. Когда вы разочарованы, вы принимаете наркотики, You kill yourself. убиваете себя. Russia happens to have the highest suicide rate in the world. В России самый высокий уровень самоубийств в мире. 3 times more than the world average. В 3 раза больше, чем средний уровень в мире. Every day in China, 500 people commit suicide. Каждый день в Китае 500 человек поканчивают жизнь самоубийством. 500 people today killed themselves. 500 человек каждый день убивает себя. You can't even make 500 devotees in 1 year in the whole of Ukraine. У нас на Украине не удается сделать так, чтобы появилось 500 новых преданных за год. And yet today 500 people in China killed themselves. Ну, а вот сегодня, за сегодняшний день 500 человек в Китае покончили жизнь самоубийством. So why? Почему? Out of frustration, Из-за разочарования, anxiety, из-за беспокойства, mental pain. Умственной боли. This material world is not a nice place. Материальный мир не является хорошим местом. Dukkaliya, place of distress. Дукхала – место страданий. Yeah. But Maya tries to make it look nice. Но Майя как-то пытается сделать так, чтобы это все выглядело красиво. Maya tries to make it look pizzazzy. Майя пытается сделать так, чтобы мы хотели обладать этим. Like you drive into the Dnepro at night.
едете вечером по Днепропетровску, and all the lights are flashing on and off. И повсюду горят огни, мигают огни. Hotels and the restaurants where you gamble. Отели, рестораны, казино. And lights going on and off, red and white, neon lights. Неоновые огни мигают, красные, белые. You think, wow. Думаете, ух ты, Action. действие. It's just lights going on and off. Ну это просто вспышки света. There's nothing happening there at all. Там на самом деле ничего не происходит. So Maya is very expert. Майя очень искусно. At creating an illusion. Она создает иллюзию. I remember about 30 years ago I was preaching in South Africa. Помню, около 30 лет назад я проповедовал в Южной Африке. And I started about 15 nalahatas. Я начал около 15, основал около 15 науахат. Even before they started them in Maya branch. Еще до того, как их начали организовывать в Майапуре. First one we started in 1978. Их начали в 1978 году. So I was thinking, why don't I go to an old age home? Я вот думал, почему бы мне не пойти в дом престарелых? Because in an old age home, there's old people. Потому что в доме престарелых пожилые люди. Now they've been rejected by their family. И семьи отвергли их. You know, they only have 5 to 10 years to live. Им осталось где-то 5-10 лет жизни. Surely they will take to Krishna consciousness. Без сомнения, они примут сознание Кришны. So I was thinking like this. Я так думал. You know, when you're young, if you're a woman, you have a beautiful body. Когда вы молоды, вы женщина, у вас красивое тело. You know, men look at you. Мужчины смотрят на вас. You have an enjoying mood. У вас настроение, наслаждение. A young man thinks he's going to become a managing director of IBM. Юноша думает, что он сможет стать исполнительным директором IBM. Drive around in a Ferrari or a Будет ездить на Феррари или на Порше. You know, be a film star like Brad Pitt. Или станет кинозвездой, как Брэд Питт. But when you're old, Но когда вы уже постарели, you know, wrinkles, у вас морщины, all your hair's fallen out, волосы уже повыпадали, your neck is shaking, шея трясется, no teeth. зубов не осталось. You know, I mean, what is the? You're not going to go to the disco. Вы же не собираетесь ходить на дискотеки. You know, you can hardly even see. Вы же почти не видите. So I thought these are perfect people Я думал, это идеальные люди to preach для проповеди. because they got nothing left. У них уже ничего не осталось. So why not just chant Hare Krishna? Почему вы просто никогда не повторяете Харе The Кришну? last few years of your life. Последние несколько лет своей жизни So I thought this is perfect. я подумал, вот это вообще идеально. So I went to an old age home. Я поехал в дом престарелых. The manager was very happy to have me come И менеджер тамошний очень обрадовался, увидя меня. because they never get visitors. Потому что к ним никогда не приходят посетители. I think I was the first visitor ever. И я думаю, там был единственный первый посетитель. So there I am sitting, and all these old people. И вот я так сижу, и передо мной все эти пожилые люди. Speaking like I am now. И вот говорю, как вот сейчас говорю с вами. And then I finished talking, Я закончил свою лекцию. and I said, well now, how many people would like some beads and chant Hare Krishna? И я спросил, кто бы из вас хотел получить четки и повторять Харе Кришна? And most of them just carried on staring at me. Большинство из них просто продолжали сидеть и смотреть на меня. They didn't know I finished talking. Они еще не поняли, что я перестал разговаривать. They couldn't remember anything I had said. Они ничего не могли вспомнить, что я говорил. They were wasted. То есть они все уже None of them бесполезны. had the ability to understand anything I had said. Ни у кого из них не было способности понять то, что я говорил. Because when you lead a life of 60 or 70 years of sense gratification, Когда вы 60-70 лет ведете жизнь чувственного наслаждения, you're not able to understand these higher things. вы уже не в состоянии понять эти возвышенные вещи. So it was a complete failure. Поэтому это был полный провал.
Not one person was the least interested. Ни один человек даже ни грамма не заинтересовался. I tried, Я пытался, but it just no one was interested. но это никого не заинтересовало. So we're a little younger now. Пока мы сейчас молоды, So while we have some intelligence, let us practice пока у нас есть еще разум, давайте будем практиковать and overcome this time factor. и преодолеем фактор времени. I quoted that wonderful verse from Bhagavatam. Я цитировал этот замечательный стих из Бхагавата. Evam riheshu shaktanam paramatam ita iha. In this world, iha means in this world. Ига означает в этом мире. Insurmountable time. Непреодолимое время. Imperceptibly overcome. Незаметно побеждает Those who are pramat, overly attached. те, кто чрезмерно привязаны. Actually, the English word for word is insanely attached. Английское на самом деле слово это безумно привязаны To family members. к членам своей семьи. So people become insanely attached. Люди, они чрезмерно, неразумно привязываются. They're willing to die for their family. Они готовы умереть за свою семью. But the family in the last life they've forgotten. Но тем не менее они забыли о своей семье в прошлой жизни. We become so attached to our parents. Мы привязываемся так сильно к своим родителям. But what about the parents in the last life? А что насчет родителей прошлой жизни? Can't even remember them. Мы даже их не помним. The one before that, the one before that. Что насчет жизни до этого и до этого? So this life is a flash. Поэтому эта жизнь это просто вспышка In the journey of eternal time. В путешествии вечного времени. So don't take it seriously. Поэтому не надо так серьезно к ней относиться. And the problems that you are confronted with are given to you by Krishna. Те проблемы, с которыми вы встречаетесь, они даны вам Кришной. Simply to make you more serious. Просто для того, чтобы сделать вас более серьезными. Vishnu Chakravarti Thakur in his commentary says, Вишна Чакраварти Такур в своем комментарии говорит, Krishna is the cause of difficulties for his devotees. Кришна является причиной трудностей в жизни своих преданных. Prabhupada writes in the first canto, Прабхупада пишет в первой песне. Tribulations imposed upon a devotee Те трудности и страдания, которые выпадают на долю преданного, constitute an exchange of transcendental bhava. Рождают собой взаимообмен трансцендентной бхавы. Tribulations, Трудности, domestic problems, домашние проблемы, health problems, проблемы со здоровьем, financial problems. финансовые проблемы. Is given by Krishna Все это дает нам Кришна, to purify you, чтобы очистить нас, so you can exchange loving relationship with Him. чтобы между вами и им возникли такие любовный обмен, So you can come higher чтобы вы могли подняться выше through the fire of ordeal. через огонь страданий. So Krishna personally enters a devotee's life И Кришна лично входит в жизнь преданного and creates these different и situations создает разные ситуации, which are meant to make us helpless. которые предназначены для того, чтобы сделать нас беспомощными. And we are helpless. А мы и есть беспомощные. And then we can call out, Hey Govinda, И в таком беспомощном состоянии мы можем воззвать «Эй, Говинда», like Draupadi. как Драупади. We can call out with tears in our eyes, Мы можем воззвать со слезами на наших глазах, with real feeling, с настоящими чувствами, with real attachment с истинной привязанностью and appreciation. и благодарностью. We can call out, Hey Bhagavan, Мы можем воскликнуть «Эй, Бхагаван». Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we call out with tears in our eyes. Чтобы мы могли вызывать Господу со слезами на глазах, With real feeling. с настоящими чувствами. And this will help us awaken prema, И это поможет нам пробудить прему, love for Krishna. любовь к Кришне.
So we should always see things in perspective. Поэтому мы всегда должны видеть все с точки перспективы. As they say, you should see the greater picture. Мы должны смотреть на все с расстояния, If you go видеть into, всю картинку. if you go to a movie Если вы идете в кинотеатр, like this one movie, Avatar, как вот был такой фильм «Аватар», they told me it's like 2.5 hours long. мне говорили, что он где-то 2,5 часа. I come to Ukraine. Да, он на Украине пришел. Yeah. Have you seen it for 1 second? Если вы посмотрели из него только 1 секунду, Can you understand the plot? не могли бы тогда понять там весь сценарий? Will you understand what's happening? Поняли бы вы, что там произошло? Nothing. Ничего. So this life is like 1 second. И эта жизнь это как 1 секунда. And so many thousands of lives before. Были тысячи жизней до этого. This is the greater picture. Это уже более широкая картина. So this short life is simply a flash И эта короткая жизнь просто вспышка in the journey в этом путешествии of life. Путешествие жизни. A flash in the eternal journey. Вспышка в этом вечном путешествии. But this eternal journey can end. Но это вечное путешествие может закончиться. And it ends when we take birth in Vrindavan. И оно заканчивается, когда мы рождаемся во Вриндаване. Augusta city, Krishna's pastime. В играх Кришны, в теле Васту-ситхи. And then we become members of an eternal family. Мы становимся членами вечной семьи. And as I quoted Prabhupada from the 8th И canto, как я цитировал Прабхупаду из 8-й песни, we live with the Supreme Personality of Godhead. там мы будем жить с Верховной Личностью Бога, We play with Him, будем играть с Ним, we dance with Him, танцевать с Ним and we eat with Him. и есть с Ним. And this is the ultimate goal of И life. это высшая цель жизни. So we should never forget this. Мы никогда не должны забывать об этом. Jagannath Subhadra Balaram ki Jai. Tagore Chandra ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Партха Саратхи дас Госвами ки. Jai. Any questions? Вопросы? Говорите. Можно ли достичь совершенства жизни, практикуя вайдхи-бхакти? Можно ли достичь совершенства жизни, практикуя вайдхи-бхакти? Can we achieve the goal of life by practicing vaidyabhakti? Chaitanya Charitamrita tells us Читание Чаритамрита говорит нам, that by, well, first of all, sadhana bhakti, прежде всего, садхана бхакти, then bhava bhakti, затем идет бхава бхакти and prema bhakti. и према бхакти. So those are the 3 stages. Это 3 стадии. Now there's 2 paths. Есть 2 пути. Marg means path. Марга означает путь. So there's the Vaidhi Marg path И есть путь Вайди Марга, and the Raganuga Marg и path. есть путь Рагануга Марга. So in the Chaitanya Charitamrita is mentioned, В читании Чаритамрите упоминается, by practicing Vaidhi sadhana bhakti, что благодаря практике Вайди Садхана Бхакти your ultimate destination will be Vaikuntha, вы попадете на Вайкунтху, or Ayodhya, или в Айоди, or Dwaka, или в Дварак, not Vrindavan. но не во Вриндаван. In order to take birth in Для Vrindavan, того, чтобы родиться во Вриндаване, you have to practice надо практиковать Raganuga sadhana bhakti. Рагануга Садхана Бхакти. So what was the question? Can we achieve the ultimate goal of life by practicing Vaidyabhakti? It depends what is your ultimate goal. Зависит, что для вас является этой высшей целью. In a general way, yes. В общем смысле, да. To give a general answer, by practicing Vaidhi sadhana bhakti, you can prepare yourself to go to Vaikuntha. И общий ответ таков, что да, практикуя Вайди Садхана Бхакти, вы можете подготовиться и к тому, чтобы попасть на Вайкунтху. Even if you have inclination for Vrindavan, Даже если у вас есть склонность к Вриндавану,
where one has to practice Raganuga Sadhana Bhakti. Для которого нужно практиковать Рагануга Садхана Бхакти. First comes Vaidhi Все Sadhana. равно вначале идет Вайди Садхана Бхакти. So you first have to practice Vaidhi Sadhana. Вначале мы должны практиковать Вайди Садхана Бхакти. That is like the foundation. Это как фундамент. And Prabhupada gives two examples in the Chaitanya И Charitamrita. Прабхупада приводит два примера в читании Чаритамрити. And one is of practicing typewriter. Это практикующий человек, который учится писать на машинке. You want to learn how to type. Если вы хотите научиться тому, как печатать, First is one finger, one finger. сначала вы делаете это одним пальцем, But if you follow the typing manual book, но если вы будете изучать книгу по тому, как печатать, you'll learn how to touch type. вы тогда научитесь печатать, не глядя. Means you can look the other way Другими словами, будете смотреть в другую сторону, and even talk to someone. можете даже с кем-то разговаривать You're typing и печатать одновременно, fast. быстро. There are people that can type faster than you can speak. Есть люди, которые могут печатать быстрее, чем вы можете говорить. You know that. Знаете, да? There are people that can type faster than you can Есть speak. люди, которые могут печатать быстрее, чем вы говорите. So that's one example Prabhupada gives. И это один пример, который приводит Прабхупада. First, Vaidhi Sadhana Bhakti. Сначала Вайди Садхана Бхакти. You learn how to do it. Мы учимся тому, как это делать. And you're following the typing manual, И затем мы следуем инструкциям в книге, which for us is Nectar Devotion, которая для нас это нектар преданности, Bhagavatam, Бхагаватам, 10th canto, 10-я песня, the commentaries. комментарии. And the other example Prabhupada gives is that when a young child is young, Еще один пример приводит Прабхупада, когда young child is young, мальчик, маленький мальчик, he doesn't want to go to school, он не хочет идти в школу, but you force him. но вы его заставляете. So this is Vaidhi Sadhana Bhakti. Это Вайди Садхана Бхакти. Some force is required. То есть нужно заставлять себя. But as the child grows up older, Но когда этот мальчик уже вырастает, goes to university, идет в университет, you can't force. уже не надо заставлять. So that would be spontaneous. Тоже так спонтанно. And these are the two examples Prabhupada gives in a commentary И Прабхупада дает два этих примера в комментарии. in the Chaitanya Charitamrita. Читание Чаритамрити. So Vaidhi Sadhana Bhakti is absolutely essential. Поэтому Вайди Садхана Бхакти абсолютно существенно. It's the foundation. Это фундамент. Like 2 years ago, you didn't have this upstairs. Как вот, например, 2 года назад у вас не было второго этажа. Yesterday I went on a tour. Вчера я был на экскурсии. And it's very nice and impressive. Да, это очень красиво, впечатляет. Very beautifully done. Все аккуратно сделано. But you can't go that high up unless the foundation is strong. Но невозможно построить второй этаж, пока не будет такой сильный фундамент. So the foundation is Vaidhi Sadhana Bhakti. И фундамент это Вайди Садхана Бхакти. It has to be very strong. Оно должно быть очень сильным. And if we try too quickly to pretend that I'm practicing Raganuga Sadhana Bhakti, А если мы пытаемся очень быстро как-то притвориться, что мы практикуем Рагануга Садхана Бхакти, you'll develop Sahajiya Bhava, вы развьете Сахаджия Бхаву, and everything will be spoiled. и тогда все будет испорчено. Yes. So one has to be very cautious in this matter. Поэтому в этом вопросе нужно быть очень осторожным. Fools rush in where angels dare to tread. Глупцы несутся, сломя голову, там, где ангелы ступают с осторожностью. Be careful. Будьте осторожны. Take guidance from Diksha Guru, Получайте руководство своего Дикша Гуру, Siksha Guru. Шикша Гуру. Otherwise you'll get burnt. Иначе вы просто сгорите. You know the saying, spiritual life is like a razor's edge. Знаете, есть такая поговорка, что духовная жизнь это как путешествие по острию бритвы. So many times you cut yourself. Если острая бритва, можете много раз порезаться. So one has to be cautious and careful Нужно быть аккуратным и внимательным. and always take guidance from superiors. И всегда получать руководство у своих старших. And they will guide us on the path of Vaidhi Sadhana Bhakti Они будут вести нас на пути Вайди Садхана Бхакти and possibly Raganuga и, Sadhana. возможно, на пути Рагануга Садхана Бхакти.
можно заинтересовать Кришну? Что нужно сделать, чтобы он обратил на душу внимание? Какими качествами нужно обладать? Либо к чему нужно стремиться, какие мотивации иметь? Вот. Какие особенности? Как мы можем сделать так, чтобы Кришна обратил на нас внимание? Какие качества мы должны для этого иметь и какие цели или мотивы должны иметь? What do we need to do in order to Krishna would pay his attention to us? And what motives should we have? What qualities should we have? What do we need to do for this? What do we need to do to attract Krishna? Yeah, his attention. Yeah. The best way to attract Krishna's attention И лучше всего, как мы можем привлечь к себе внимание Кришны, is to serve his servants. послужить Его слугам. But even his direct servants we can't serve. Но мы даже не можем служить напрямую Его непосредственным слугам. So be the servant of his servant of his servant. Это будет слуга, слуги, слуги. So this would be guru, Это будет гуру. with the idea of pleasing Prabhupada, Мы служим гуру с идеей о том, что мы хотим удовлетворить Прабхупаду, who no doubt was one of Lord Krishna's most intimate associates. который без сомнений был одним из самых близких спутников Кришны. So our motive should be, let me please my guru, И мотив такой, что я хочу удовлетворить своего гуру, who is pleasing Prabhupada. который удовлетворяет Прабхупаду. So that's the best way to please Krishna. Это лучший способ удовлетворить Кришну. And the attitude should be selfless. И настроение должно быть бескорыстное. I don't want anything in return. Я не хочу ничего взамен. I do not want anything material in return. Ничего взамен не хочу материального. So Prabhupada has said that means no motive. Это означает нет мотива. What it means is no material motive. Это означает нет материального мотива. I simply want to please my spiritual master. Я просто хочу удовлетворить своего духовного учителя. And I'll do anything and everything possible. И готов для этого сделать все, что есть в моих силах. And this is why Prabhupada claimed that he had so much success. И именно поэтому, как сказал Прабхупада, он достиг такого успеха. That he tried to please Srila Bhaktisiddhanta. Что он пытался удовлетворить Шрилу Прабхупаду. Я хотел, может, Махарадж, поподробнее объяснить, в чем разница между Радхану Садхана Бхакти и Вади Садхана Бхакти. Потому что садхана и там, и там. То есть там дисциплина, садхана это дисциплина, то есть порядок, распорядок, по которому приводны действия. И Вади Садхана Бхакти тоже распорядок, дисциплина, по которому действует. В чем как бы принципиальная разница между этими? В чем разница между Вади Садхана Бхакти и Радхануга Садхана Бхакти, поскольку и то садхана подразумевает дисциплину и распорядок. В чем принципиальная разница? Can you think more explain about what's the difference, what is an intrinsic difference in between of Raganuga Sadhana Bhakti and Vaidhi Sadhana Bhakti? Because both are the sadhana, and sadhana means some order and some discipline. Vaidhi Sadhana Bhakti is based on following the injunctions of the scriptures. Вади Садхана Бхакти основана на следовании предписаний священных писаний. Hari Bhakti Vilas. Хари Бхакти Виласа. There are so many rules and regulations. Есть множество правил и предписаний. Vaidhi Sadhana Bhakti is based on respect Вади Садхана Бхакти основана на почтении to my guru. своему гуру. That 10 years ago I took initiation 10 лет назад я получил инициацию. and I promised, Я пообещал, I took the vows. я принял обеты. Therefore I have to follow the vows. Поэтому я должен следовать обетам. Vaidhi Sadhana Bhakti is based on fear. Вади Садхана Бхакти, она основана на страхе. What if I break the vows? Что если я нарушу обет? Big problem. Большая проблема. It's based on Vaidhi Sadhana Bhakti is based on loyalty. Вади Садхана Бхакти, она основана на верности.
adherence to rules and regulations. Следование правилам, предписаниям. It's practice. Это практика. So, Raganuga Sadhana Bhakti is not based on any of that. Рагануга Садхана Бхакти не основывается ни на чем из этого. It's simply based on lobha. Она основывается только на лобхе. Lobha means an intense internal greed. Лобха означает очень сильное внутреннее жадное стремление. All-consuming enthusiasm. Или поглощающий энтузиазм. But more than enthusiasm, it's called greed. Но выше энтузиазма идет такое жадное стремление. To serve Krishna. Служить Кришне. Following the footsteps of the cowherd boys. Следуя по стопам либо мальчиков-пастушков, Or Mother Yasoda. или мамы Яшоды, Or the young gopis. или юных гопи. That's all. И все. And that enthusiasm is manifesting in your mind on consciousness. И этот энтузиазм проявляется в вашем уме или сознании 24 hours a day. 24 часа в день. All the time. Постоянно. The last thing at night, the first thing in the morning. Последнее, о чем вы думаете перед сном, и первое, о чем помните утром. A very deep greed. Очень сильная такая жадность. I want to serve Krishna like Subal. Я хочу служить Кришне как Субал Sridama. или Шридама, Madhamangal. Мадхумангал. I want to serve Krishna like Я хочу служить Кришне как Rishabhanu. Вришабану Nanda или Maharaj. Нанда I Махарадж. want to serve Krishna like Lalita or Vishaka. Я хочу служить Кришне как Лалита или как Вишака. These thoughts come without any intellectual processing. И эти мысли появляются у нас в голове без всяких, мы не заставляем себя, мы разумом не приводим себя к этому. There's no intellectual, I must now think. Не так, что мы разумом It has nothing думаем. to do with intelligence. Сейчас я должен думать об этом. It's beyond intelligence. То есть нет ничего общего в этом с разумом, это выше разума. So this is the beginning stage of Raganuga Sadhana Bhakti. Это начальная стадия Рагануга Садхана But it will Бхакти. only start, it will only manifest when you become sufficiently advanced. Но это проявляется только тогда, когда мы становимся достаточно продвинуты. And it starts to manifest on deep ruchi. Начинает проявляться уже на достаточно высоком уровне ручи. Prior to that, you have to practice the Vaidhi Sadhana Bhakti. До этого нужно практиковать Вайди Садхана Бхакти. And also, it's not like it's one or the other. И опять-таки не так, что одно или другое. To begin with, you'll be 100% Vaidhi Sadhana Bhakti. Вначале вы будете на 100% практиковать Вайди Садхана And Бхакти. as you get up to ruchi, Когда вы подниметесь до уровня ручи and you have the association of Rasik и Vaishnava, получите общение Расика Вайшнава, you begin to hear things. вы начнете слушать об этом, You begin to learn other things. начнете учиться другим вещам. And then it's 95% Vaidhi, И будет 90% Вайди, 95% Вайди 5% Raganuga. и 5% Then Рагануги. over the next 5 years, Затем еще через 5 лет it goes 90% Vaidhi, 90% Вайди 10% и Raganuga. 10 Рагануги. Then you continue to chant Вы продолжаете 1 воспевать lakh of rounds a day, 1 лак святых имен в день, reading Brihad Bhagavatamrita, читать Брихат Бхагаватамриту, 10th canto, 10-ю песню, preaching, проповедовать. and then it goes maybe 85% Vaidhi, 15% И Raganuga. затем уже 85 на 15 идет. And then after a few more years, И еще через несколько лет Krishna purifies you. Кришна очищает вас. And it goes 75% Vaidhi, 25% И Raganuga. 75% Вайди, 25% Рагануги. And now you're coming more into Ashakti. И уже вы поднимаетесь больше на уровень Сакти. And then you go higher and higher. И идете выше и выше. And then you have bad health. И у вас появляется плохое здоровье. Krishna purifies you further. Кришна очищает вас дальше. You spend time in Вы Vrindavan, живете во Вриндаване. still chanting 5-6 hours a day. По-прежнему повторяйте 5-6 часов в день. So now maybe 50% Raganuga, И может быть 50% Рагануги, 50% Vaidhi. 50% Вайдхи. And even when you come to the stage of Bhav, И даже когда вы подниметесь на стадию Бхава, it won't be 100% это Raganuga. не будет еще 100% Рагануга. Vaidhi will always be there Также там будет Вайди еще. because we're living in the material world. Потому что мы живем в материальном мире. Just we can use the example of Prabhupada. Можно использовать пример Прабхупады. He's Mahabhagavata. Он Махабхагавата.
And our belief, he's a resident of Vrindavan. И мы верим в то, что он житель Вриндавана. So internally he's practicing Raganuga. Внутренне он практикует Раганугу. But of course his wasn't Raganuga sadhana bhakti. Ну, конечно, у него это была не Рагануга, садхана бхакти. But still, when he came into the temple Тем не менее, когда он ходил в храм, to greet the deities, чтобы приветствовать божества, what did he do? что он делал? He bows down. Он кланялся. That's Vaidhi sadhana bhakti. Это Вайди садхана бхакти. The gopis don't bow down to Krishna. Гопи не кланяются Кришне. Cowherd boys don't bow down to Krishna. Мальчики-пастушки не кланяются перед Кришной. But Prabhupada is teaching us. Но Прабхупад учил нас. If Prabhupada didn't bow down, Но Прабхупад не кланялся. then we wouldn't either. Если бы Прабхупада не кланялся, мы бы также не кланялись. So, if you're a devotee in the material world, Если вы преданные в материальном мире, always there will be some Vaidhi sadhana bhakti within your activities. всегда в вашей деятельности будет какой-то элемент Вайди садхана бхакти. Because you have to teach by example. Потому что вы должны учить на примере. So it's only when you take birth in Krishna's pastimes, Только лишь когда вы родитесь в играх Кришны, and you're a cowherd boy будете мальчиком-пастушком or a gopi, или гопи, then the Vaidhi sadhana bhakti is zero. тогда уже Вайди садхана бхакти But будет in, нулевое. but in the material world, we always have to preach Но в материальном мире всегда надо проповедовать, and set the right example. показывать правильный пример. And there are so many neophytes, Есть множество неофитов, so one has to act properly. поэтому нужно вести себя подобающе. So the Vaidhi will always be there, Поэтому всегда будет Вайди externally, внешне, but maybe to a lesser degree может быть в какой-то меньшей степени. as you make advancement. То есть по мере того, как вы будете совершать прогресс. So for all of us, we are firmly practicing Vaidhi sadhana bhakti. И все мы должны твердо практиковать Вайди садхана And we бхакти. shouldn't think that we're something special. Мы не должны считать себя кем-то особенным. And gradually, as you go over an asana bridge, И постепенно, когда мы поднимемся над уровнем анархи you come to ниврити, Nishta, придем на уровень ништхи, gradually you come to Ruchi. постепенно подойдем к уровню ручи. And if Krishna is kind to you, you'll get good association Если Кришна будет добр к вам, вы получите хорошее общение from Rasik Vaishnava от Расика or Вайшнава Vraja Bhakta. или Враджа Бхакти. And then you'll begin to learn Тогда вы начнете учить the different moods. разные настроения. At the same time, you'll read Rupa Goswami's books, В то же самое время читать книги Рупы Госвами, Dr. Madhava, Виданга Мадава, Лалита Мадава, etc. Especially Dr. Isamita. в особенности Бхактира Самрита You'll Синга. know it off by heart. Вы будете знать его наизусть. So this will come on deeper Ruchi. Это появится уже на уровне, возвышенном уровне ручи. Then under the direction of Guru, И затем под руководством гуру, you will, this is Rasik Guru, Расика гуру. you'll gradually learn И постепенно научитесь and start to practice very carefully и начнете практиковать это очень осторожно. some elements of Raganuga Какие-то sadhana. элементы Рагануга садхана бхакти. And then gradually that will increase И постепенно это будет увеличиваться to the stage of Bhava. до стадии бхава. And then you leave your И body, тогда вы оставите тело, take birth in Krishna's past. родитесь в играх Кришны. And then you get trained up even more in Krishna's past. И тогда уже в играх Кришны вы получите дальнейшее образование. So Sahajiya Bhava comes И Сахаджия Бхава приходит, when someone is on a lower stage, когда кто-то является на более низкой стадии, perhaps Shraddha, может быть на уровне Шрады perhaps Bhajana Kriya, или Баджана Крии. and they try to force and push. И они пытаются как-то толкать, заставлять. They try to pretend. Они пытаются притворяться. They try to go for something very high. Они пытаются идти к чему-то очень возвышенному They begin to think, I am this in Krishna's past. и думать, я тот-то в играх Кришны. Krishna is dancing with me. Кришна танцует со мной. So, and they're not qualified. Они не квалифицированы. They still have anatas. По-прежнему у них есть анархи. They haven't properly practiced Vaidhi sadhana. Они еще не практиковали должным образом Вайди садхана бхакти. You know, Vaidhi sadhana bhakti is like 2 plus 2. Вайди садхана бхакти это как 2 плюс 2. Raganuga sadhana bhakti is like quantum theory. А Рагануга садхана бхакти это как квантовая теория. Like PhD in maths.
как докторская степень в математике. What is the point in pretending to be PhD in maths В чем смысл притворяться доктором математических наук, if you still don't know 2 plus 2? если вы не знаете, сколько 2 плюс 2? Ridiculous. Смешно. So this is what we have nowadays, this Sahajiya mood. Это то, что у нас есть сейчас, такое настроение сахаджи. So one must be very careful of this. Нужно очень опасаться этого. And Sahajiya mood can develop anytime, at any stage. И настроение сахаджи может возникнуть на любой стадии. Therefore you need guidance. Поэтому вам нужно руководство. And that is guru. И это гуру. Guru means guide. Гуру означает тот, кто ведет нас. Vaidhi sadhana bhakti Вайди Садхана Бхакти and Raganuga и sadhana. Рагануга Садхана Бхакти. That's the purpose of guru. Это назначение гуру. To guide you. Вести вас. And to point out some wrong misconceptions you may have. И показывать вам на какие-то неправильные понимания, которые у вас могут быть. Guru may tell you you're trying to go too fast. Гуру может сказать вам, ты идешь слишком быстро. He may say that. So this is why we always have to ashraya, take shelter. Поэтому всегда мы должны принимать прибежище ашраю. Even in the spiritual world, Даже в духовном мире. when you have a spiritual body, vastu siddhi, Когда у вас будет духовное тело, вас you're тусит. still taking shelter Все равно надо принять прибежище of the associates there. Спутников Кришны там. And they're training you how to serve Radha and И Krishna. они будут учить вас тому, как служить Радhe Кришне. So I hope it's a bit clearer. Я думаю, как-то это может прояснилось. Надеюсь, что это как-то прояснилось. Any more? Krishna. Еще есть вопросы? Если, как мы можем иметь с Кришной личные отношения, личные близкие отношения, если мы действуем через слуги Кришны. Если я хочу угостить своего друга яблоком, то я должен позвать друга, его друга, его друга, его друга, и как тогда личные отношения близкие. So how we can have the personal and close relationship with Krishna if we are dealing through the servant and the servant and the servant. Like if I want to feed my friend with an apple, I have to call a friend of a friend of a friend of my friend. So I don't really understand. That's how it works. Но так это все действует. I mean, who are we to approach Krishna directly? Кто мы, чтобы напрямую к Кришне обращаться? We are insignificant, nothingness. Мы незначительное ничто. No, you have to approach through the servant of the servant. Нужно обращаться к Кришне через слугу его слуги. And then gradually, as you become qualified, По мере того, постепенно, когда вы будете становиться более квалифицированными, Krishna gets to know you. и Кришна вас узнает, Then it can be more one-on-one. тогда это уже может быть больше какие-то один на один. But you can't start off one-on-one. Но мы не можем начинать с таких отношений один на один. It's through the servants. Через его слух. That is the procedure. Такова процедура, That is the siddhanta. такова сиддханта. Otherwise, what's the use of the guru? Иначе зачем нужен гуру? I just go straight to Krishna. Я напрямую к Кришне. Yeah. Просто в читании Чаритамрити пишет, там есть Кришнадское Раджастхана, он пишет, что кто добьется успеха, то тот, кто служит и гуру, и Кришне одновременно. Не только гуру, но и Кришне, и гуру. Как вот в этот момент? Может быть, как бы через общение с гуру мы имеем, то есть по милости гуру мы можем иметь общение с Кришной впоследствии. Даже на нашем, как бы, Кришна может нам отвечать, то есть, управлять своим сотворением, даже на нашем
уровне низком. Потому что Кришна он независим. И он волен проявлять свою милость, как он пожелает. То есть читание Чайтаньи Кришна Госвами говорит, что тот добьется успеха, кто служит и гуру, и Кришне одновременно. То есть и Кришна может проявляться даже на нашем уровне, в нашей жизни личной. То есть, или может, служа гуру, мы получаем возможность. Кришна он как бы независим. Кришна независим. На читании Чайтаньи Кришна Госвами advised that only those can achieve success who serves both Guru and Krishna. And it says maybe by serving Guru helps us to come in contact with Krishna. And Krishna is independent. He's willing, he can do whatever he wants to do. So then Krishna also can manifest himself in our present life. Like the chanting of the holy name. Yeah, it's not really a question. It's like you said, we should only serve the servant of the servant. That's not directly to Krishna, but here he said that we should Krishna. When Prabhupada preaches, you can preach in a general way. Можно проповедовать общим образом. But you can also, when the crowd has the adhikari, when the audience has the adhikari, Но когда, например, аудитория квалифицирована, one can preach in a more specific way. можно уже проповедовать более таким особенным способом. So in general bhakti, in general preaching, И в общей проповеди, в общем бхакти we preach Krishna's God. мы проповедуем Кришна, Бог, You can serve Him. мы можем служить Ему. But according to the audience, Но в соответствии с аудиторией one may preach more specifically. можно говорить какие-то, проповедовать более конкретно. Like Prabhupada didn't really make any distinction between Vaidhi sadhana bhakti and Raghunatha. Как, например, Прабхупада не проводил особых различий между Вайди и Раганугой в своих лекциях. In books is there, Но есть это в книгах, but in his talks, но в лекциях не говорил. he didn't really make a distinction between Vaikuntha prema and Vrindavan prema. Он не проводил особых различий между Вайкунтха премой и Вриндавана He премой. didn't explain these things. Он не объяснял эти вещи. Prachima. Почему? We were not qualified to hear it. Мы не были квалифицированы слышать это. We'd only been devotees for 5 or 6 Мы years. были преданными еще 5-6 лет. We couldn't understand all these Мы не things. могли понять эти вещи. But now, some 40 years later, Но сейчас, 40 лет спустя, some people are getting a little bit more qualified, некоторые люди уже более квалифицированы, understand certain higher things. чтобы понять определенные, более возвышенные вещи. You had a question? Вы говорили в лекции, что Кришна входит в жизнь преданного и очищает его через разные ситуации. И вопрос в том, что как преданный может понять, что это именно Кришна вошел в его жизнь, а это не следствие его какой-то элементарной глупости или остатков кармы, которые сравнивают с выключенным, но не остановившимся вентилятором. You mentioned that Krishna, he enters the life of the devotee and manifests with different difficulties and tribulations and sufferings as his life. So then how the devotee can understand that this is Krishna entered his life, but not some his foolishness, not the result of his foolishness or some remnants of his past karma, like they said when the eternal fan is still waiting for some time. Yeah. One of the characteristics of bhakti is humility. Одно из характеристик бхакти – это смирение. So a devotee always feels humble. Преданный всегда себя чувствует смиренным. And they think, oh, I'm suffering due to past karma, И он думает, что я страдаю из-за прошлой кармы, or due to nama parad. или из-за намапарат, I'm a rascal. я негодяй. I deserve a lot more worse
more worse punishment. Я заслужил гораздо большего наказания. Krishna has been very kind. Кришна очень добр ко мне. I'm worthless, Я ни на что не пригоден, insignificant, незначителен, lower than the straw in the street, ниже, чем трава на улице. destitute. У меня нет прибежища. So a devotee will think like that, И преданный он будет думать так. and we should think like that. И мы должны думать так. But the fact is, once you have surrendered to Krishna, Но факт в том, что как только мы предались Кришне, He personally enters into your life Он лично входит в вашу жизнь and arranges things. и все устраивает. And it's not your karma, И это не ваша карма. but it looks like your karma. Выглядит как ваша карма. Even Krishna uses what would have been your karma, И Кришна даже использует то, что было бы вашей кармой, aparabdha karma, прарабдха карма, and He makes it parabdha. делает ее прарабдой. But actually it's not karma. Но на самом деле это не карма. And the example is the king of Ukraine previously И вот пример может быть царь России, который был раньше, is responsible for all the citizens in Ukraine. который отвечает также за жителей всей Украины, But he doesn't deal with them personally. но лично не заботится о них. He has his generals Для этого у него есть его генералы, and ministers министры, and mayors. мэры. But he deals with it, the king deals with his own wife personally. Но о своей жене он заботится лично. And he deals with his own children personally. Также и о своих детях. So the king deals with his own family personally. Поэтому он лично заботится о своей семье. But the citizens is more indirect. Но что касается горожан, то это более косвенно. So Krishna deals with the non-devotees И Кришна заботится о непреданных through the agency of the demigod, через полубогов, time factor. через фактор времени. But he deals with his own devotees in a very personal way. Но что касается его преданных, то он лично с ними о них заботится. That's how we understand it. Вот так мы это понимаем. So it's been very nice staying in Dnipro, Мне очень понравилось быть в Днепропетровске. and I very much look forward to returning next year. Очень жду, когда вернусь сюда в следующем году. I think you're very fortunate here in Dnipro, Я думаю, вы очень удачливы здесь, в Днепропетровске. because many, I know in Laduna Maharaj and sometimes Naranjana Maharaj have their Vyasa Puja here. Ну, потому что вот старший преданный Юна Махарадж, Ниранджа Махарадж проводит здесь свои весапуджи. You're getting some good У association. вас есть хорошее общение. And I encourage you to associate as much as you can with more advanced Я devotees. вдохновляю вас как можно больше общаться с продвинутыми преданными. We're fortunate to have someone like Adi Purush Вы очень удачливы, у вас есть Адипуруша Прабху, teaching Bhakti Vaibhav. который преподает Бхакти Вайбхав. So many other cities he could have gone to and other Vaishnavas gone to, but they chose to come here. И, может быть, есть другие города, куда бы они могли поехать, но они выбрали ваш город. So this is the real opulence, И это настоящее богатство, Sadhu Sangha. саду санга. Of course, we also have nice building. Конечно, у вас есть также замечательное здание. Due to the credit of the temple presidents, Это заслуга президента храма. it's building up very nicely. Очень красиво все строится. But more important than the bricks Но более важно, чем кирпичи, is the Vaishnavas. это вайшнава. So we have to look after each other. Поэтому мы должны заботиться друг о друге. So please continue Поэтому, пожалуйста, продолжайте and take full shelter of the holy name. и примите полное прибежище Святого Имени. Шрилы Прабхупады ки Джай!